Даниэль Райли Кио, внучка Элвиса Пресли. Даниэль Райли Кио родилась 29 мая 1989 года. Она актриса. В 2013 году девушка снялась вместе с Ченнингом Татумом в фильме «Супер Майк». В 2016 году получила номинацию на «Золотой глобус» за роль в сериале «Девушка по вызову». Но вот что многие о ней не знают, так это то, что она внучка Элвиса Пресли. Да-да, короля рок-н-ролла. Помните его? Одного из самых известных певцов в мире. Даниэль Райли Кио продолжает семейную традицию актерской карьеры. Элвис сыграл во множестве фильмов. Ее бабушка, Присцилла Пресли, известна ролью в фильме «Голый пистолет». Работа в кино дала Даниэль больше, чем просто карьеру, поскольку она вышла замуж за каскадера Бена Смита Петерсона. Именно он исполнил часть сумасшедших трюков в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости», где снималась и Даниэль. Конечно, это не то же самое, что выйти замуж за самого безумного Макса, но все же вторая по крутости вещь, ведь каскадеры – настоящие безумцы. Привет, друзья! С вами Гуглов, и сегодня мы с вами поговорим о 13 невероятных потомков знаменитых людей. Шон Леннон, сын Джона Леннона. Все довольно просто. Когда речь заходит о самых известных музыкантах всех времен, мы вспоминаем Битлз, а затем всех остальных. В 60-х Битлз произвели революцию в музыке и культуре. Но любые идеи о воссоединении группы после распада резко прекратились, когда в 1980 году был убит вокалист Джон Леннон. На протяжении 1980-х годов внимание публики было направлено на старшего сына Джона, Джулиана, тоже музыканта. Однако у Джона был еще и младший сын от второй жены, Йоко Оно, Шон Леннон. Шон выпустил 2 сольных альбома в 1998 и 2006 годах. Также он спродюсировал ряд альбомов разных исполнителей, в том числе The Black Lips. Шумиха вокруг Шона связана с тем, что в то время как Джулиан был практически брошен отцом, Шона окружали вниманием и любовью. Кроме того, старший брат сильно враждовал с матерью Шона, Йоко Оно. Джулиану даже пришлось выкупать письма, которые написал ему отец, когда Йоко их продала. К счастью, у Шона и Джулиана прекрасные отношения, и они оба хранят память о своем отце, продолжая писать музыку. Крис Эванс, внучка Иосифа Сталина. Как думаете, кто-то из потомков Сталина сейчас живет в современной России? Одно точно известно, что его внучка Ольга Эванс в настоящее время владеет антикварным магазином в Портленде, штат Орегон. Вы не ослышались. В отличие от своего дедушки, Ольга буддистка и верит в принцип ненасилия. Ольга одевается как панк-рокерша и носит американизированное имя Крис Эванс. Жизнь и впрямь иногда чудная штука, не так ли? Я лишь надеюсь, что там в округе нет красных, которые вынашивают злодейский план по уничтожению антикварного магазинчика Крис. Проклятие детей Брандо. Марлон Брандо – один из самых известных актеров в истории. Его актерская игра в фильмах «Крестный отец», «Супермен» и «В порту» сделали Брандо легендой среди актеров и режиссеров. Однако некоторые из его детей не пошли по стопам Брандо к славе и вместо этого были втянуты в трагические события. Дочь Брандо, Чейни, 1970 года рождения, оказалась в центре темной и запутанной истории. Она была глубоко обижена на отца за то, что он редко бывал с ней в детстве. Уже будучи подростком, Шайен начала употреблять наркотики. В 1989 году, после того, как отец запретил посещать его на съемочной площадке, девушка разбила свой джип и сломала челюсть, что потребовало пластики лица. Это положило конец ее модельной карьере. В 1990 году Шайен предположительно рассказала своему брату Кристиану Брандо, что ее парень Даг Дролет избивал ее. Кристиан вступил в перепалку с Дагом и убил его из пистолета. Кристиан провел годы в тюрьме, а Чейни позже покончила с собой, публично заявив, что Марлон Брандо был соучастником убийства ее парня. Так это или нет, мы не знаем, правда, была похоронена вместе с ней. Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина. Чарли Чаплин в начале 20 века был самым знаменитым человеком на планете. Его знали как актера и режиссера, а особенно известным стал его персонаж по прозвищу Бродяга. Чарли Чаплин снял множество отличных фильмов, а его речь в фильме 1940 года «Великий диктатор» часто упоминается как переломное событие в кино, которое побудило людей восстать против Адольфа Гитлера. Внучка Чаплина, Уна, также стала актрисой. Больше всего она известна ролью Талисы Старк в «Игре престолов».
Свой путь к славе Уна начала в Испании в качестве балерины. Но вскоре, когда она стала изучать драматическое искусство в Шотландии, проявился ее актерский талант. Также Уна – родственница известного американского драматурга Юджина О'Нила. Не знаю, как вам, но мне кажется, что родства с одним всемирно известным человеком уже достаточно для любого. Но, кажется, Уне все мало. Элисон Леборж, внучка Алена Делона. Элисон Леборж родилась в Париже в 1986 году и является внучкой французского актера Алена Делона, одного из величайших секс-символов в истории кино. Элисон переняла лучшее у своего деда. Взгляните на нее, она очень красива. Однако, несмотря на красоту и съемки в таких журналах, как Vogue и Vanity Fair, девушка долгое время оставалась в тени. Ее называли «тайной дочерью». Дело в том, что Элисон была плодом любви Энтони Делона и женщины по имени Мари Эллен Леборхес. Она росла вдали от отца и только в возрасте 11 лет наконец встретилась со своим дедушкой и бабушкой по отцовской линии. После этого ее наконец приняли в его семью. Палома Пикассо, дочь Пабло Пикассо. Знаменитый французский и испанский модельер Палома Пикассо известна во всем мире своими ювелирными коллекциями для Tiffany и компании. Также она выпустила целый ряд известных духов. Будто этого недостаточно, она еще и дочь Пабло Пикассо. Пикассо был, пожалуй, самым известным художником 20 века. Его творчество оказало влияние не только на других художников, но и на кинематографистов, театральных режиссеров и даже музыкантов. Палома Пикассо фигурирует во многих картинах своего отца. Он увековечил ее молодой девушкой на таких полотнах, как «Палома с апельсином» и «Палома в голубом». Как и ее отец, Палома помешана на цветах. Ее страсть – красный цвет. Она известна тем, что носит ярко-красную помаду, которая стала для нее чем-то вроде визитной карточки. Томас Мартин Эйнштейн, правнук Альберта Эйнштейна. Альберт Эйнштейн не нуждается в представлении, а вот его правнук Томас Мартин Эйнштейн – возможно. Как и его дед, Томас увлекся наукой. В то время как Альберт Эйнштейн создал общую теорию относительности, которая произвела революцию в мире, Томас Мартин Эйнштейн спас множество жизней, работая врачом-анестезиологом. Многие из его пациентов могли бы быть мертвы, поскольку само существование Томаса Мартина Эйнштейна – большая удача. У Альберта Эйнштейна было 3 детей, один из которых скончался в младенчестве, а еще 2 сыновей, Ганс и Эдуард, умерли до конца 20 века. Но один из детей Ганса дожил до совершеннолетия. Его звали Эдуард, он был физиком, а еще стал отцом Томаса Мартина Эйнштейна. Люди всегда были одержимы генами Эйнштейна и задавались вопросом, есть ли в них нечто особенное, что делает их носителей умнее большинства. Есть ли в их ДНК какой-то секрет? Томас и его братья и сестры – последние, кто носит этот ген. Жан-Мари Ларе Фризон, сын Адольфа Гитлера. После Второй мировой войны все родственники Адольфа Гитлера по понятным причинам сменили фамилию. Многие считали, что у Гитлера не было детей. Однако Жан-Мари Ларе, французский железнодорожник, вполне возможно является незаконнорожденным сыном Гитлера. Причина, по которой люди заинтересованы в этом и даже немного напуганы, заключается в том, что некоторые задаются вопросом, не происходит ли злоба Гитлера из особого участка ДНК. Если эта ДНК попадет в генофонд населения, то вполне возможно, что в конечном итоге может объявиться новый Адольф Гитлер. Жан-Мари Ларе утверждал, что во время Первой мировой войны у его матери был роман с Адольфом Гитлером. Он родился вскоре после этого. Некоторые историки подтверждают это. Однако без образца ДНК Гитлера трудно проверить, есть ли еще в мире Гитлеры, которые только и ждут своего часа, чтобы править миром. Мэтью Фрейд, правнук Зигмунда Фрейда. Зигмунд Фрейд – один из отцов современного психоанализа. Хотя многие его теории были заменены новыми видами психиатрии, он все еще считается одной из самых важных фигур в лечении и понимании эмоционального состояния человека. Существует мнение, что своим талантом и интеллектом он обязан своим генам, поскольку некоторые из детей и внуков Фрейда также стали невероятно успешными в собственных областях. Один из них – Мэтью Фрейд, правнук Зигмунда Фрейда, и сын писателя и политика сэра Клемента Фрейда. Он стал бизнес-магнатом и главой рекламного агентства Freud Communications, которое занимается связями с общественностью, а также маркетингом, политикой, бизнесом и журналистикой. Несмотря на свое влияние и успех, Мэтью
был замешан в кое-каких скандалах. Это относится к запрету водить машину в Великобритании в течение 6 месяцев за то, что он ввел Феррари со скоростью почти 190 км в час. Тони Кастро, внук Фиделя Кастро. Фидель Кастро – одна из самых противоречивых фигур 20 века. Его часто изображали врагом Запада, но его власть на Кубе до самой смерти не подвергалась сомнению. Тем интереснее жизнь его внука, который упивается роскошью и духом наживы. Это идет вразрез с коммунистическими идеалами деда. Множество фотографий Тони Кастро, сделанных в Испании на частной яхте в океане, вызвали возмущение у жителей Кубы. Как было заявлено, все поездки Тони оплачиваются из государственного бюджета. Его роскошная жизнь вызвала столько гнева, что некоторые решили, что лучше парню продолжать путешествовать, потому что когда он вернется на Кубу, найдется немало сердитых людей, которые захотят с ним поговорить. Камила Готлиб, внучка Грейс Келли. Грейс Келли была одной из самых известных и обворожительных актрис первой половины 20 века. Она очаровала людей своей красотой в фильме «Окно во двор» Альфреда Хичкока. Но затем Грейс бросила карьеру, чтобы выйти замуж за королевскую особу. Теперь ее 19-летняя внучка Камила Готлиб идет по стопам бабушки. На этом все, друзья. С вами был Гуглов. Смотрите другие видео на моем канале. Пишите комментарии, я их все читаю. А завтра выходит новое видео. Не пропустите. И еще, будьте здоровы, естественно. Пока.